Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Я думаю, что уже многие из вас знают, что я живу в Киеве, и несмотря на тяжелую ситуацию после обстрела со светом, с водой, с отоплением, у меня пока есть возможность снимать для вас видео, и, как видите, неплохо даже выглядеть. Так что будем продолжать нашу совместную с вами деятельность. Я сегодня приготовила вам тему «Как быть неподверженным чужому влиянию». Что такое чужое влияние и почему на нас одно влияние оказывает воздействие, а другое нет? И почему есть люди более подверженные чужому влиянию? Давайте будем разбираться. Я сегодня приготовила реквизит, мою любимую баночку, котика, жильца этой баночки и даже крышечку для этой баночки. Вот эта крышечка, это и есть запертость в мире имени себя. То есть у каждого из нас есть эта баночка, есть своя индивидуальность, свое плохо и хорошо, то есть как нам лучше. Но в моменты, когда личность закупорена, она не контактирует с внешним миром, то внутри запускаются определенные процессы. Об этих процессах, может быть, я сниму следующий ролик, но сейчас нас интересует именно осознание той банки, внутри которой мы находимся, и понимание, контактируем ли мы с внешним миром. Когда я говорю про контакт с внешним миром, я не говорю про непосредственное общение с большим количеством людей. Или же я не говорю, что надо постоянно что-то менять в жизни, ходить в разные группы, интересоваться множеством нового. Это все неплохо, но этот контакт, он не только непосредственный контакт с другими, он еще и умение мыслить не изнутри своей банки, а из реальности. Ну, например, когда я себе задаю вопрос, смогу ли я это сделать, смогу ли я нарисовать картину, смогу ли я написать стихи, смогу ли я написать статью, то я опираюсь именно не на то, что я хочу или, может быть, могу, а я опираюсь на то, что уже было явлено миру мною. То есть то, что у меня уже получилось во внешнем мире. Вот написать статью я могу. У меня есть этому подтверждение во внешнем мире. Видите, когда мы с вами пытаемся покумекать наедине с собой, мы можем накумекать что угодно. Мы можем не быть ограниченными внешней реальностью и унестись в своих фантазиях в любую заоблачную даль. Нафантазировать себе и карьеру, и жизнь, и определенных каких-то правильных людей, добрых, хороших, понимающих нас. Но внешняя реальность, она нам показывает, что это не так. И чем человек более наглухо заперт внутри, чем он не сопоставляет с реальностью то, что он узнает, или же не сопоставляет с реальностью то, что ему приходит на ум, ему кажется, ему хочется, или же он напротив говорит, что я это могу, то тем легче будет им манипулировать. Например, многие манипуляторы, в том числе и политики, и различные руководители сект, и различные аферисты, претендующие на роль гуру, они зачастую манипулируют именно избранностью. То есть это не просто котик, а это особенно котик. Вы не просто нация, а вы особенная нация. Вы не просто человек, а вы избранный человек, вы гениальный человек, вы особенный человек. И тогда
личность, она может не развиваться, ни к чему не стремиться, ничего не делать, но у нее уже не просто баночка, а баночка со звездочкой. То есть кто-то прикрепил на ее баночку звездочку статуса личности, которые лучше, чем другие. И фактически внутри ничего не поменялось. У нас как была та же баночка, тот же котик, все так же и осталось, но у нас появилась наклеечка, звездочка. И с этой звездочкой я как будто приобретаю новый статус. Я новая я. Например, я вступила в клуб умных женщин. От того, что я в этом клубе ума меня не прибавилось, но я принадлежу клубу умных женщин. А теперь умная женщина. Или же я пошла в психотерапевтическую группу. Я не поменялась, я та же, но вот я хожу на психотерапевтическую группу. И вот эту принадлежность к какой-то группе, возможность вот такую звездочку на себя прицепить, это все продается и на этом манипулируется. Вот когда, например, мошенники позвонили по телефону и говорят: вы выиграли приз, вам надо подтвердить. Вот это опять же давание вот этой звездочки, давание ощущения исключительности и то, что ты особенный. Или же человек нам говорит: я вас как увидел, сразу понял, что вы необычный человек. Или же у вас, несомненно, есть талант. То есть я не говорю, что нет людей, которые не могут это определять, но вы чувствуете, как от этих слов меняется самовосприятие. То есть ты тот, кто и был, но какой-то статус меняет восприятие себя. И ты как будто можешь жить в этой баночке, но получив эту звездочку, ты уже живешь не просто как котик, а как котик со звездочкой. Котик, у которого есть звездочка. И вот тот, кто дает вот это ощущение избранности, они могут затянуть вас куда угодно. И вы будете готовы верить в ложь этих людей, как политиков, как сект, как различных течений духовных, и не только духовных. Даже психологи, например, или еще какие-то там специалисты, астрологи и так далее, только потому, что вы будете иметь эту звездочку, вот это ощущение исключительности. Также подверженность чужому влиянию возникает, когда нам кто-то предлагает отдать плохость вовне. Давайте представим, что это у нас уже не звездочка, а плохость. Вот я желаю, у меня ничего не получалось, возможно, не получалось создать отношения, построить карьеру, добиться того, чего я хочу. И я, находясь в этой баночке, могу предъявить претензии только к себе. То есть человек, запертый в мире имени себя, он склонен обвинять себя и требовать от себя. Он склонен нападать на себя, потому что в этом мире, запертом имени себя, никого больше нету. Там у нас только котик в этой баночке. Поэтому начинается и терзание себя. И человек, атакуя себя аутоагрессией, может прийти даже к мысли о самоубийстве. Именно потому, что он избыточно атакует себя. То есть так как у меня есть только один котик, атаковать я могу его. И мы будем подвержены влиянию тех людей, которые говорят: это не ты плохой, а это
другие плохие. Он берет нашу плохость и передает кому-то. Например, говорят, что это виноваты прошлое перерождение в том, что у тебя такая судьба. Прошлое перерождение, ну все, тогда нормально. Буду жить в той же баночке, тем же котиком, все нормально. Или же говорят, это виноват твой род, ты несешь карму за свой род. Или же, как в психологии модно, виноваты родители. Это из-за них у тебя так в жизни. И это дает возможность оставаться тем же котиком в той же баночке, но когда я начинаю ощущать какую-то неудовлетворенность, когда мне что-то в моей жизни не нравится, то я быстро выбрасываю это недовольство, отдавая его кому-то другому. Это кто-то виноват другой. И тот, кто нам будет предлагать такую виновность других, мы будем тоже попадать под их влияние. Но эти люди, под влияние которых мы попадаем, те, которые дают нам исключительность без каких-то достижений, дают нам возможность проецировать плохость, эти люди крадут наше время. То есть жизнь не меняется, а время украдено. То время, за которое ты смог что-то сделать. И вот эти все диагнозы, почему я ими не пользуюсь? Нарциссы, абьюзеры, психопаты и так далее. Почему я ими не пользуюсь? Потому что когда мы с вами начинаем говорить при встрече с нарциссом, надо вот быть аккуратным. И когда мы сказали эту фразу, мы уже с вами точно не обладаем качествами нарцисса. И все, что в контакте произойдет не то, у нас будет найден для этого виновный. Вот этот самый нарцисс. То есть, видите, я опять лишила себя возможности меняться, возможности что-то поменять у себя внутри такое, чтобы мне, в кавычках, нарциссы перестали быть страшны. Так что же я не поменяла? Что же что же со мной происходит? И чаще всего бывает так, что мы подвержены влиянию того, что есть у нас самих. Давайте разберем на примере. На моем любимом, на моей любимой категории жертвы. Если я бессознательно не эволюционировала до того, чтобы осознавать свою банку, свою субъективность, мы можем сказать, свой придуманный мир. Я не контактирую с внешним миром, я не пытаюсь понять вот эту вот объективность, то у меня иной возможности, кроме как найти среду, в которой мне будет хорошо, у меня не будет иной возможности быть там, где мне нравится. Это сложная мысль, давайте углубимся в нее. То есть, если я нахожусь в этом мире, не контактирую с реальностью, я не понимаю, как мне влиять на этот мир, как проявлять инициативу, как отстаивать границы, как быть уместным, как понять тенденции, как заработать деньги, как выстоять в конфликте. Все эти навыки для меня недоступны, если я живу в мире имени себя, потому что это все про внешний мир. И тогда для того, чтобы улучшить свою жизнь, мне надо эту баночку с одного места переставить в другое место. То есть это момент, когда я могу только уйти. Я могу поменять пространство, в котором я живу, через смену этого пространства. То есть опции влиять на то пространство, где я сейчас нахожу, у меня внутри банки нет. И поэтому единственный вариант, который у меня возникает в голове, как я могу влиять на других людей,
Это им предъявлять претензии, чтобы они поменялись. Я поменяться не могу. Не могу ни по-другому относиться, ни по-другому воспринимать. И поэтому я выдвигаю к миру требования, чтобы он стал таким, чтобы мне внутри банки было хорошо. И поэтому я буду говорить с другими людьми, вообще в целом с миром, через обвинения и претензии. И если я с миром говорю через обвинения и претензии, как вы думаете, что будет тогда, когда кто-то меня начнет обвинять и предъявлять претензии? Напишите в комментариях. Остановите видео, напишите в комментариях. Если я привыкла предъявлять миру претензии, обвинять мир, потому что я не могу поменять свое отношение к миру, не могу поменять себя, то как я буду реагировать, когда мне предъявляют претензии, когда меня в чем-то обвиняют? Отложим этот вопрос, вернемся к нашему котику в банке. Получается, что я хотела бы что-то поменять в моих отношениях с близким. Но так как я заперта внутри, я жду, пока они сами поменяются. Я могу вообще молчать и терпеть. Это моя единственная опция сохранять отношения. Молчать и терпеть. Потому что если я начну говорить, я буду обвинять и предъявлять претензии. И на это что будет делать другой? Теперь вернемся к тому вопросу, который я вам задала. Другой будет злиться. То есть, если мне предъявлять претензии, обвинять, то в этот момент я буду злиться. То есть другой может на меня разозлиться. Он скажет мне: а ты сама какая? С тобой у тебя тоже не так. Я говорю мужу: мне не хватает твоего внимания. Он говорит: мне тоже много чего не хватает. И когда встречаются два человека в банке, то они так и разговаривают. Они разговаривают вот такими обвинениями и претензиями. Потому что я, чувствуя, допустим, как жена, недостаток внимания, ощущаю вот эту вот плохость. То есть у меня есть неудовлетворенное желание, неудовлетворенность, неудовольствие. И я эту претензию беру и говорю мужу: мне не хватает твоего внимания, поменяйся так, чтобы я не чувствовала эту неудовлетворенность. И если другой человек тоже в банке, представьте вторую банку со вторым котиком, то он тоже не может поменяться. И поэтому его единственная возможность не почувствовать вину — напасть на этого человека, которого обвинили. И именно поэтому нам так тяжело что-то прояснять в отношениях. Сложно говорить, потому что если я буду идти медленно, сложное местечко, если я привыкла предъявлять претензии, обвинять мир или другого в том, что мне нехорошо, несчастливо, то я отдаю ему свою плохость, то когда обвиняют меня, я буду на это эмоционально включаться и реагировать. Я не смогу спокойно слушать обвинения другого, потому что я эти обвинения не идентифицирую, как он находится в банке, он по-другому не может формулировать свои мысли,
он может только предъявлять претензии, обвинять и принуждать меня, чтобы я поменялась. И поэтому я буду бурно реагировать на это, потому что фактически, когда он меня обвиняет, он мне закидывает внутрь плохость, и мне, чтобы избавиться от этой плохости, надо сделать плохим его. Вот я думаю, что каждый из вас в контакте конфликтном ощущал, как он перекидывает как горячую картошку эту плохость. Как будто вот это я сейчас плохой, а я сейчас тебя обвиню, уже ты плохой. А я тебя тоже обвиню, ты плохой. И поэтому не возникает контакта и нету возможности не заводиться, как говорят в народе. Не заводиться на обвинение. Это как раз про влияние. Насколько у другого человека есть влияние на меня. Настолько, насколько я могу эмоционально включиться в то, что он говорит. Если я отказалась внутри от этой привычки из прошлого, требовать, чтобы мир поменялся через претензии, обвинения, через демонстрацию боли миру. Потому что когда человек в банке, он все время воспринимает свою неудовлетворенность как причиненное ему зло. То есть если я женщина, которой не хватает внимания мужчины, то я буду ощущать себя жертвой, которую обделили вниманием. И другой будет агрессор. Вот рядом с людьми, которые находятся вот в этом режиме, ты все время будешь чувствовать себя плохим и все время будешь чувствовать причиняющим боль. И точно, и если ты в себе это не узнаешь, то вот это вот нежелание быть агрессором, нежелание ощущать боль будет выходить в конфликтную ситуацию или же в оправдание. То есть человек предъявляет претензию, обвиняет и хочется оправдаться, а оправдывание– это выход из плохости через обеление себя. Если в обвинении друг друга мы перекидываем эту плохость как горячую картошку, то в оправдывании нас запачкали грязью, а мы все время отстирываем одежду от этой плохости. И тогда на обвинение я хочу или напасть в ответ, или заплакать, став самой жертвой, уже сделав агрессором другого, или же начать оправдываться. Ты не уделяешь мне внимания, вариант ответной атаки. Ну, а ты тоже не очень хорошо готовишь, я же терплю. Вариант, когда я оправдываюсь, ну я же работаю, я зарабатываю нам деньги, мне некогда уделять внимание. И вариант, когда я, ну, не заплакала, например, я мужчина, я обиделась, замолчала, я вообще не разговариваю. То есть, видите, чем более человек зациклен на себе, тем труднее вообще с ним о чем-то договориться. Тем труднее ему выстраивать этот контакт с миром, потому что единственный вариант не конфликтовать– это молчать все время. Что люди делают? Потому что они не умеют говорить не претензиями, не агрессивностью. Суть моего сегодняшнего послания к вам– это именно в осознании этого режима, когда я хочу, чтобы мир стал каким-то, как мне надо. Если мы узнаем этот режим, то у нас будет меньше возможности эмоционально включаться в обвинение нас в чем-то. Фактически, если бы муж у нас находился не в банке, и жена ему бы сказала, ты уделяешь мне мало внимания, он сначала бы подумал о том, что она испытывает неудовлетворенность по поводу отсутствия внимания, и она сейчас говорит о себе. Здесь появляется вот это легендарное понимание, что человек говорит о себе.
Это не значит, что надо игнорировать, но если я понимаю, что человек говорит о себе, даже когда говорит обо мне, то таким образом я все равно могу остаться в конструктивном диалоге с этим человеком. И тогда я смогу, например, спросить: мало внимания в последнее время? Ну, когда ты почувствовала, что я уделяю тебе мало внимания. Она говорит: последний месяц. Там, да, дорогая, у нас проект, например. Видите, здесь появляется конструктив, но кому-то надо выйти из банки, кому-то надо не кидаться вот этими обвинениями и плохостью. Если хочется оправдаться, если хочется напасть в ответ, если хочется обидеться или уйти, это говорит о том, что вы реагируете на внешний мир через вот эту банку. И вы попали под влияние. Когда мне говорят: ну вот я начну это узнавать, и что моя жизнь поменяется, я бы хотела ответить на это так, что когда как не попадаться на удочку к мошеннику? Надо понять, что это мошенники. То есть как только ты понимаешь, что человек, который позвонил тебе, он мошенник, ты воспринимаешь его говоримое совсем по-другому. Точно так же во внутреннем мире. Потому что мы же эти претензии, которые предъявляем другому, мы же и с собой говорим такими же претензиями, и внутри сами с собой начинаем или оправдываться, или искать кого-то виноватого, чтобы отдать на съедение этому предъявляющему претензии. И также мы разговариваем с другими. То есть пока мы не знаем, что это мошенническая схема внутри, она у всех есть. Потому что мы с вами, помните, было видео про то, что мы как кулечки перепеленованные лежим и действительно ничего не можем, нам могут только родители дать. То есть это атовизм из прошлого. И как только мы выходим, у нас появляется совсем другого качества контакт с внешним миром и совсем под иное влияние внешнего мира мы попадаем. Мы уже так не включены, как жертва в даже претензию жертвы. Буду завершать. Наверное, уже выпало за свои 15 минут. Я хотела бы сказать, что в эту субботу уже начинается наш проект Connect 2, где будут живые психоаналитические сессии. Там не теория, будет практика. Точнее, будет практика, и тут же это будет теоретически разбираться. Так что приходите к нам на этот проект. И напомню, что у нас есть спонсорство. Можно подписаться на спонсорство и получать дополнительный ролик по вторникам, а если на суперспонсорство, то еще и задавать мне вопросы. И в субботу еще выходит ролик с ответами на вопросы. Буду благодарна за поддержку. Сейчас не очень легкое время, поэтому как-то не предлагаю мне помочь просто так, а предлагаю подписаться на спонсорство, и вам польза, и мне будет помощь. Я прощаюсь, до встречи.